Друзья, приветствую вас. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим основные новости, что происходит на рынках и что нам ожидать. Ну, во-первых, вот давайте сначала по материалам пробежимся, которые в прессе публикуются. В частности, вот Bloomberg. Здесь заголовок такой громкий, что кризис приходит сначала в голову, то есть в мозг, а потом уже распространяется по всему миру. Но здесь надо сказать, есть один ключевой момент. Основные инвестбанкиры США, они настоятельно рекомендуют своим клиентам резать позиции на развивающихся рынках. То есть Россия – это развивающийся рынок, emerging markets, и, соответственно, она подпадает под это тоже определение, и остатки иностранцев, которые здесь есть, скорее всего, в ближайшее время покинут. Ну и, возможно, еще будут какие-то распродажи в связи с этим. Ну и вот, в общем-то, реакция на то, что сейчас происходит в США. Многие видные деятели, экономисты, журналисты, они пытаются оказать влияние на Федеральную резервную систему, на монетарные власти. О том, что для того, чтобы разрешить текущую ситуацию, нужно сосредоточиться на росте расходов долларов, чтобы люди начали тратить и корпорации, а не на инфляции, не на таргетирование роста цен. Потому что таргетирование, оно сейчас мешает тому, чтобы преодолеть вот возникший разрыв. Сегодня еще выходят такие данные, которые они считаются на самом деле не такими существенными. Видите, здесь 1-2 бычка вместо 3. Это индексы цен на импорт, индексы цен на экспорт. Но здесь подковырка заключается в том, что когда ФРС рассматривает свои действия относительно изменения, неизменения ключевой ставки американской, операции репо, предоставления ликвидности, то есть доступ денег, они вот в частности смотрят и на эти показатели. И поэтому эти показатели сейчас, может быть, они никакого влияния не окажут, но на дальнейшее принятие решений ФРС данные показатели будут весьма и весьма учитываться. Но вот статья на Zero Hedge. Здесь приведено движение индекса S&P. Вот, соответственно, сравнение. Текущее движение S&P, это красная линия, в приведенных ценах. И черная линия S&P, это движение, как было при событиях 1929 года. То есть достаточно высокая корреляция. Видите, как вот сейчас происходило это развитие, как это происходило в 1929 году. Здесь обрыв идет на дате начала кризиса, это 31 октября 1929 года. Ну и вот немножко информации по поводу вчерашнего заседания ЕЦБ. Это заседание ЕЦБ, оно не оправдало ожидания, вызвало негативную реакцию. Но и ключевой момент заключается в том, что ЕЦБ с Лагард во главе не поддержали инициативы германской, немецкой делегации, которые были связаны с кардинальными ответами по поводу текущей ситуации и вызовами рецессии, которые возникли из-за китайской заразы. Из-за этого все ушли недовольны, не договорились, единого решения какого-то не было выработано. Немцы предлагали ряд существенных моментов, как можно выйти из этой ситуации. Однако от Лагард в ответ были лишь какие-то общие заявления о том, что нужны консолидированные действия и так далее и тому подобное. И поэтому считается, что отсутствие такого единого подхода ЕЦБ и других государственных структур крупнейших держав и Евросоюза, оно может ухудшить положение Европы и усугубить текущую ситуацию. Но все это в дальнейшем может определенным образом негативно сказаться и на фондовом рынке Европы, и на курсе евро по отношению к доллару. То есть сейчас у Европы была большая мобильность, большие возможности в части принятия решений. Но с учетом того, какой там идет раздрай, при переговорах ЕЦБ с главами европейских государств, особенно с Германией, то есть отмечают, что есть здесь определенные риски, когда нужен четкий план, нужны быстрые решительные действия. Глава ЕЦБ ограничивается общими заявлениями, и это может усугубить ситуацию. Ну и возвращаясь в наши поля,
вот новость очень интересная. Саудовская Аравия подтвердила европейским НПЗ подставку дополнительных объемов нефти в апреле. И она собирается поставлять тем потребителям, кому поставляют и поставляли нефть Уралс. То есть это идет наступание на пятки, уже явное. Так, это у нас индекс кризиса золота в серебряных унциях. Немножко он приспустился, но пока как бы глобального движения вниз нет. Это указывает на то, что ситуация остается напряженной. А в рамках дневного графика, дневного таймфрейма наблюдается даже рост и дальнейшее движение выше, выше и выше. Вот. Но все это как бы говорит о том, что пока как бы заявление и предполагаемые действия ФРС по выделению 1,5 триллиона долларов, оно действия не возымело достаточного. Так, ну далее индекс волатильности, вот он, собственно говоря, и есть. Задрали на уровень 2008 года, когда разразился кризис. Сейчас текущее нахождение выше всех предыдущих пшиков, которые были до кризиса 2008 года. То есть он достаточно высокий, выше 50%, там доходил до 75%. О чем это говорит? Это говорит о том, что идет расколбас. Но сегодня, правда, на фоне действий ФРС о выделении 1,5 триллионов на операции репо, вот идет определенное снижение. Вопрос только в том, куда это снижение приведет. Конечно, если здесь будет разворотная формация и движение на 50 и ниже, это было бы очень хорошо. Но пока как бы непонятно дальнейшее развитие событий. В целом есть негативные проявления в экономике, разбалансировка. И поэтому, я думаю, наиболее вероятно, эффект от вливаний будет. Он в ближайшее время, скорее всего, разовьется, и мы увидим стабилизацию и некое восстановление рынков. Но я не думаю, что это продлится достаточно долго. В дальнейшем мы увидим развязку. И, скорее всего, развязка будет как вот на этом графике, где проведена корреляция индекса в течение 29 года S&P и текущая. То есть, вот, ну, наверное, какую-то такую кракозябру мы и увидим в ближайшее время. То есть, сначала будет восстановление под воздействием монетарного воздействия и выделенной ликвидности. Потом мы увидим падение, возможно, даже еще более ответственное. Вот. Но с учетом текущей ситуации падение может развиться и раньше. То есть вот этот вот провал, который был в 2029 году, он может здесь быть более существенный. Здесь может быть глобальный штопор. Но это как бы всегда, когда начинаются на фоне экономических проблем торговые войны, введение ограничений, эмбарго, оно, ну, как бы если историю смотреть, вот именно к таким последствиям, глобальным обвалам и приводило. Но с другой стороны, это диалектика развития. То есть всегда, когда кризисы, они развиваются по определенным сценариям. Как это ни происходило, как не коррели бы там психологию человека и так далее, всегда сначала определенные раскорреляции в экономике, в промышленности, в обществе формируются, и потом они под воздействием каких-то внешних причин, которые могут быть самые разные, приводят к каким-то катаклизмам, возможно, войнам, возможно, каким-то таким просто глобальным нарушением логистических цепочек мировых и, соответственно, катарсису, провалу и потом неизбежному восстановлению и очищению и нарождению новой системы. Бесконечный цикл развития. Но сегодня день у нас достаточно более или менее начался. То есть что мы здесь наблюдаем? Ну, во-первых, рост по S&P на фоне заявления о вливании. Возможно, уже пошли операции репо дополнительные. Также мы видим укрепление рубля к доллару и евро, причем достаточно ощутимое. Рост нефти на 5%. Ну и вполне как бы приличный отскок по российскому рынку. Главный бенефициар, разумеется, Сбербанк. Самая нефтяная бумага нефтеносная нашего рынка. Вот. Ну и в целом вообще как бы ситуация, она на текущий момент достаточно позитивная. Давайте посмотрим ключевые показатели по нашему рынку. Здесь у нас по большей части все зелено, все прекрасно, все чудесно. Лидеры волшебного роста Мечел и Сбербанк. Евро тоже постепенно начинает отскакивать и укрепляться к доллару.
Так, ну по нефти вот рост, наверное, будет закрепление в районе 36,5, судя по всему. Так, далее индекс Мосбиржи. Ну да, нарисовали округлую формацию. Если она полностью реализуется, ближайшая цель в районе 2500. Ну, по S&P пока нет никаких действий, потому что это не фьючерс, а сам индекс. Золото. Ну, золото и серебро пролили на том, что маржин-коллы гасили. Сейчас денежек дали, сейчас весьма вероятно, что начнется отскок и по золоту, и по серебру, и, возможно, по палладию, хотя это пока под вопросом. Но в любом случае, пока нету дестабилизации ситуации, скорее всего, золото отскочит и где-то вот, может быть, на 1630, может, на 1650 сходит. То есть, как только какие-то кризисные явления пойдут, тогда будет и рост по золоту. А пока либо какой-то отскок 1630-1650, либо вот пробили 1590, это на самом деле тревожный знак в плане роста золота. Тут уже как бы есть указатель, маркер на то, что оно пойдет и ниже, на 1550. Вот оно сюда, собственно говоря, и подходило, но оно не закрепилось. Но вот повторный заход на 1550, он, скорее всего, установит следующую цель 1492, движение вниз. Ну, а если идет даунтренд, хотя бы локальный по золоту, это позитив для мирового фондового рынка. Так, ну далее валюта. Рубль-доллар, котировка tomorrow. Благодаря тому, что все так хорошо и зелено, пошел откат по доллару. Вот здесь есть существенный диапазон 72,1, 71,4. Вот если он пробивает вот эту границу, он завязнет в этом диапазоне и какое-то время будет торговаться. Вот. Если он его не пробьет, это, конечно, будет не очень хорошо. Это будет означать, что он вот от этого значения в ближайшее время отобьется и пойдет расти. В целом, здесь текущий кризис, его особенность заключается в том, что он рыба-пила. То есть он будет мотать туда-сюда. Как рыба-пила, она хватает и начинает пилить. Вот так же, скорее всего, будет и здесь. Поэтому сейчас по логике вещей должен произойти хороший откат вниз и укрепление рубля, а потом как бы уже будет ракета вверх. Сейчас как бы речь идет о том, как будет отработан вот этот уровень 72,1, 71,4. Вот если верхнюю границу пробьет, то пойдет сюда торговаться. Если пробивает нижнюю границу, то вполне вероятно будет задерг вниз. И в случае, если на объеме пройдем 70,64, то в дальнейшем состоится движение на 68, вот сюда вот. Но здесь какой есть момент принципиальный? Торговый баланс при допущении постоянных объемов продаваемых нефтепродуктов и сырья, то есть если только цена влияет на экспорт-импорт соотношение, то ну и если так вот совсем модель упростить, то для того, чтобы вот с 71 мы спустились в район 69-68, нефть должна подняться, бренд выше 40. Это без учета того, там, какой объем продается и как он меняется. Раскорреляция данной закономерности может быть связана со снижением продаваемого объема нефтепродуктов, и поэтому потребуется более низкий курс национальной валюты, и поэтому, если пойдет падение объемов продаж нефти, то даже при увеличении цены нефти выше 40-45 мы можем увидеть, как доллар-рубль торгуется выше 71. Итак, сегодня дальнейшее продолжение, либо пробой 72,1 и торговля в этом диапазоне. В случае пробоя 71,4 нижней границы уход на тестирование 70, 66, 66, но как раз значение на пятницу 13 вполне подходит. Если здесь не будет пробоя в ближайшее время, то отсюда состоится отскок. Первая цель движения 72,86 и потом торговля в диапазоне 73,35, 72,56, вот здесь вот. То есть здесь будет зависеть от того, как пойдет вот это движение развиваться. Оно взаимосвязано с S&P и с ценами на нефть. Евро-рубль tomorrow, спот, часовой график. Но здесь мы видим, уже евро тестирует вот эту нижнюю границу новой консолидации. Ну и здесь, если все-таки произойдет пробой
диапазона 80,4-80,12 на растущем объеме, то мы увидим закрытие вот этого гэпа и движение на 77,5. Пока мне видится такое движение, оно без существенного роста нефти или американского индекса S&P, или их обоих, оно маловероятное. Если мы сегодня увидим дальнейшее укрепление индекса и S&P, то вполне возможно, что движение будет вот сюда вот. Но сегодня рука не поворачивается на это указать. Но и при продолжении негативной динамики по евро к доллару, если евро не начнет отрастать к доллару, и если текущие позитивные изменения, связанные с предоставлением ликвидности ФРС, начнут действовать активно, то есть фондовые рынки будут восстанавливаться, то на стыке этих двух причин, ослабления евро и восстановления рынков за счет предоставления доллару ликвидности, мы вот на следующей неделе в начале можем увидеть возврат вот сюда вот к этим значениям. Но опять же, может быть отбой вот от этого уровня, отбой. То есть если не пробьет, если здесь начнут падать объемы. И тогда мы увидим разворот. Цель движения по факту разворота здесь. Но первая цель вот такая слабенькая, это 81,7. А вообще здесь есть более такие существенные цели. Это 82,92. И следующая цель движения 84,24. Вот сюда вот. То есть все зависит от пробоя этого диапазона. Если пробивается уход вверх, но на условиях, которые я до вас только что донес. Если не пробивается, а идет отскок, то наиболее вероятно движение вот сюда вот. Но, собственно говоря, вот на фоне предоставления ликвидности ФРС пошел отскок вверх американского рынка, но пока индекса S&P фьючерса, потом рынок сейчас откроет, если откроет. Вот, и здесь с учетом того, что ФРС залила ликвидность и S&P фьючерс начала отрастать, даже негатив по Китаю и Японии, как вы видели с утра, он не смог существенного плохого влияния на наш рынок оказать. То есть на фоне вот этих известий о инъекции ликвидности ФРС и начале отскока вверх американского индекса S&P фьючерса, наш рынок прекрасно пошел наверх. Что лишний раз доказывает, что мы всецело зависим от Америки. По крайней мере в финансовых вопросах. Так, ну далее индекс ММВБ, что мы видим? Прекрасно подтянулись выше этого рыжего значения 2390. И здесь очень существенный факт, очень существенный момент такой есть, что вот закрепление выше вот этого значения, оно может способствовать тому, что следующая цель движения будет 2495 вот сюда вот. Ну и вот такой мощный выход, сразу пробитие двух уровней сильных, движение наверх. Вот если мы закрепляемся в этом диапазоне выше вот этого оранжевой линии 2380, которая проходит, ну тут плюс-минус, то на следующей неделе у нас вполне позитивный взгляд в плане отскока хотя бы дохлой кошки по нашему рынку, а может и не дохлой кошки. 1,5 триллиона долларов это все-таки не шутки шутить. Если они действительно будут адсорбироваться рынком и идти на покупку ценных бумаг и на заполнение возникших разрывов ликвидности, то вполне мы можем увидеть и приличный отскок. Но надо понимать, что все это тлен, это временно. Эти меры, они не решают глобальных перекосов. И рано или поздно мы столкнемся с тем, что даже если мы сейчас и отрастем до текущих значений максимальных, даже если будет перехай, мы потом сорвемся в пропасть и полетим вниз. Но я больше склоняюсь к тому, что будет развитие событий, как вот на том графике, где провели корреляцию между 29 годом и 2020 годом. Я думаю, что вот где-то приблизительно так оно и произойдет. Но сегодня, если мы закрываемся выше 2380, это хороший знак. И есть высокая вероятность того, что на следующей неделе мы увидим рост по нашему рынку. Вот такое мое видение.